Следственный комитет Малинин Кирилл Леонидович. Это я вам звонил. Вы звонили мне на работу, зачем? Следователь обязан проверять все факты. Варь, я дал тебе лучшую характеристику. Да и знаете, наша компания не пользуется рекламными флаерами. Все наши услуги рекламируются на сайте. Подождите. Кто-то подбросил фальшивый флаер в почтовый ящик, чтобы хозяйка обратилась именно в вашу фирму? Именно так? А как вы прокомментируете вот это? Надеюсь воплотить все свои самые смелые фантазии заказчика. И надеюсь, что этот заказ добавит нашей фирме в копилку солидную прибыль. Зачем ты отправил это видео? Я не отправлял никакого видео. Странно, у меня тоже его нет. Но оно было здесь. Точно было. Так, кто-то отправил видео с вашего телефона, а потом удалил. Зачем? Чтобы меня подставить. Это же ясно. Как будто я нарочно приехала сюда, чтобы получить наследство. Простите, можно мы поговорим с Ваней наедине? Можно. Это Эльвира. Да она не могла этого сделать. Вань, ну там были только ты, я и Эльвира. Значит, это она. Ну зачем ей отправлять видео? Вопрос в другом. А где она взяла твой телефон? Не знаю, ну может в офисе забыл. Ну, это исключено. Ты с ним расстаешься только когда спишь. Вань, ты с ней спишь? Варь, ты дура? Мы сейчас проверим, кто дура. Алло? Привет. Твой Туркин, надеюсь, рядом? Включить громкую связь. Это не обязательно. Я коротко и по делу. Когда ты уехала, он сразу закрутил со мной роман. Мы были вместе днем и ночью. А когда ты получила наследство, он тут же меня бросил и рванул к тебе. Выводы делай сама. Удачи, наследница. Варь, все, что она говорит, это неправда. Да она просто навязчивая дура. Ты ей во мне то же самое говоришь? Варь, Уходи. Варь. Убирайся отсюда сейчас же! Видео вам прислала его любовница Эльвира. Можете радоваться. Чему? Я опять одна в западне. Но я выберусь. Я сама расследую это дело, если вы ничего не можете. Варвара Александровна, рекомендую вам не делать глупостей. Следование доверьте профессионалам и оставайтесь дома на это время. Обещаете? Молчание – знак согласия. Теперь, извините, мне нужно идти.
Ушакова Варвара Александровна. Предлагаю вам оставить свою машину и пересесть в мою. Я арестована за побег. Пока нет, но нужно поехать на опознание по горячим следам. Мы поймали тех, кто предположительно ограбил дом. Ну, хоть какие-то реальные результаты. Могли бы позвонить. Да я звонил, у вас телефон вне доступа. Я его отключила. А Лиза? Лиза не может их опознать? По ее словам, в момент нападения она была без сознания и никого познать не в силах. А вы мне кажетесь более хладнокровной барышней. Ну, хоть в чем-то я вам угодила. А вот этого я где-то видела. Я не знаю, они в масках были. Повернитесь к стене. Вот этот хромой. И вот этот. Спасибо, можете уводить. Налево. На выход. Но вообще-то я их не разглядела. Они же убегали. Просто я запомнила, что один такой широкоплечий был, а второй хромой. Вы не ошиблись. Их засек видеорегистратор на одной из машин во время угона. Хозяин регистратора был в отъезде, и мы не могли их сразу вычислить. А потом вычислили, когда они садились в поезд. У них была большая сумма денег и драгоценности, которые по описи совпадали с теми, что были похищены у Гуряковой. Лиза будет рада. А со мной теперь что будет? Будете ждать окончания расследования. Кстати, а зачем вы все-таки сбежали? С женихом хотели помириться. Нет, это исключено. Он меня предал. Просто я уже хотела вырваться из этого ада. А теперь вы меня еще больше подозреваете. Нет. И у меня к вам есть предложение. Варя! А где вы были? Я видела, как вы уезжали с чемоданом, и вот вернулись обратно. В полиции. В полиции? Нашли грабителей, которые обчистили сейф. Я их опознала. Все ценности целы. И кто они? Не знаю. Но, думаю, навел кто-то из своих. Тот, кто знал телефон с работы Макса и то, что вы ходите в женскую консультацию. Но в доме, кроме Лизы, Макса, меня и мамы, никого нет. Так кто же их мог навести? Ну, очевидно, тот, кто сильно хочет денег. Ладно, Малинин во всем разберется. Сейчас, простите, очень хочу спать. Спокойной ночи. А где ваш жених? В гостинице? У меня нет больше жениха. Прошу вас, не надо больше вопросов. Гренки еще принести? Нет, они у тебя сегодня удались. Что-нибудь еще? Спросить хотела. Мы поминки после похорон дома будем делать? Я не знаю. Думаю, в ресторане. А сразу после поминок я дам вам полный расчет, поэтому вы со своей дорогой Екатериной можете быть свободны. Алло. Кирилл Леонидович, это Варя. Я тут рассматривала фотографии сада, которые сделала в день приезда. И знаете, нашла кадр, на котором из сада виден кабинет Сомова. Да-да. Там кто-то стоит с бутылкой. Я думаю, что это тот самый убийца. Нет, я делала фото еще до приезда Сомова.
повтора смотреть не могу, там только силуэты. Да и переслать вам их по телефону тоже не могу. Я переходник забыла. Когда приедете? Завтра? Хорошо, я вас жду. Варя, выпейте с нами кофе. Спасибо. Я что-то не хочу. Как думаете, реально определить отравителя по фото? С большого расстояния не думаю. Да и мало ли кто к нему заходил. Я точно нет. Ну, я заходила. Кольцо брала с сапфира. Я тоже заходила. Рубашку чистую ему приносила. Варвара на фотоаппарат случайно из сада в тот день убийцу сняла. Только вот кто на фото там, непонятно. Завтра следователь приедет и на фотоаппарат ему отдаст. Чего ты молчишь? Я так устала от всего, мамочка. Ну не надо. Успокойся. Вовремя вы. Зато вы почти опоздали. Он меня практически убил. Я поверить не могу, что я все это закончил. Все. Успокойся, все, успокойся. А мы что, уже на «ты»? Варвара Александровна, спасибо за помощь следствию. И вам спасибо. Да. Гражданин Бекетов, вы согласны с предъявленными вам обвинениями? Варвару я убивать не хотел. Мне нужен был только фотоаппарат. Для чего? Попробую догадаться. Вы хотели узнать, кто там на фото, так? Это вы убили Сомова? Нет. Но он поступил со мной несправедливо. Яков Семенович, осторожно, ступенька. Еще раз с днем рождения. Да, спасибо. Так я в норме. О, мое такси. Может, я с вами поеду? Хочу убедиться, что вы благополучно доберетесь до дома. Очень воспитанный молодой человек, Максим. Жаль, что Борис тебя не ценит. Это с чего вы взяли? У нас с отчимом прекрасные отношения. Ой, это... Но завещание он составил не в твою пользу. Так у него есть законная жена, это понятно. Не угадал. И тоже ничего не светит. А кому светит? Катьке? Ой, что-то я лишнего сболтнул. Язык мой, враг мой. Все достанется его дочери. Дочери? Да. Ерунда, у него нет никакой дочери. Не ошибаюсь. Есть внебрачная. Варвара Санна Краснова. Я тебе ничего не говорил. Спасибо. Поехали. Я сразу рассказал все Лизе, но она не поверила.
Ведь они с Борисом только недавно официально оформили отношения. Но вам удалось ее убедить. Конечно. Мы нашли в компьютере Бориса адрес Александры Красновой и письмо от дочери с обвинениями. Я навел о ней справки, узнал, где она работает, и Лиза придумала план. Значит, этот подонок решил свалить всю вину на меня? Не выйдет. Всю эту интригу придумал он. И сам познакомил меня с Борисом. Боялся, что после смерти Бориса ему останутся только копейки. А если женится, то вообще ничего не оставит. Поэтому Максу было выгодно, чтобы его отчим женился именно на мне. Ты сегодня как-то особенно танцевала. Но это потому, что в зале был ты, и я танцевала исключительно для тебя. Ты счастлив? Почти. Но ты можешь сделать меня абсолютно счастливым. Подожди, это что, предложение? Предложение, но чисто деловое. Объясни, не поняла. Ты должна выйти замуж за моего отчима. Что? Ты прекрасно все слышала. Подожди, я думала, что у нас с тобой... У нас с тобой ничего быть не может. Пока. Или ты решила, что я вот так вот запросто могу жениться на дешевой стриптизерше? Да еще и с уголовным У прошлым? меня нет уголовного прошлого. Нет. Потому что я тебя от него отмазал. Не забывай это. Да, ты меня спас. Я это помню, я тебе благодарна. Что еще? Еще? Я могу вернуть все назад. И ты пойдешь по статье за ограбление ювелирного магазина не в качестве свидетеля, а в качестве организатора. Продолжать? Не надо. Я поняла. Дальше. А дальше я сделала все для того, чтобы Сомов на мне женился. Правда, у меня ушел на это год, а еще через год в игру вступил Макс. Хотел убедиться, что все деньги достанутся именно мне, а не какой-то внебрачной дочери. И заманил сюда Варвару, чтобы обвинить ее в убийстве отца. Да. В таком случае он бы избавился от них обоих, а с завещанием можно было бы оспорить. Будучи обвиненной в убийстве наследодателя, неблагонадежный наследник лишается наследства. Верно? Какое место в этой схеме занимала Эльвира? Она попала в нее совершенно случайно. Она хотела увести жениха Варвары. Клянусь, я с самого начала была против этого. А Макс меня шантажировал и обещал шикарную свадьбу. У нас было бы все. Деньги, бизнес, любовь. Это вы добавили психотропный препарат в виски. Так вы не выяснили, кто на фото? С фото разбираются наши специалисты. В таком случае я утверждаю, что это сделал Макс. Да это она сделала, а потом подкинула флакон Варваре. Она в любое время могла зайти к нему в кабинет. Я не имел такой возможности. Но идея отравить Сомова была вашей. Я искал способы от него избавиться. Но идея с отравлением принадлежала ей. И еще запишите, что это она навела бандитов на сейф, чтобы в случае отказа Варвары от наследства ни с кем не делиться. Справедливости ради скажу, что драгоценности по праву принадлежали безутешной вдове. И деньги были заработаны ее мужем в официальном браке. Кстати, грабители оказались ее бывшие подельники. Помните, она проходила свидетельницей по делу об ограблении? Вот стерва. Зря я тогда ее отмазал. И сколько им дадут? Дадут, сколько заслужили. Нам теперь как жить? А хорошо жить. Дом и деньги я оставляю вам. Да как это? Не обсуждается. Это справедливо. Да и Кате нужно постоянное медицинское наблюдение. Нет, мы не можем принять наследство. Боря оставил его вам, и это была его последняя воля. Я слышать ничего не хочу. Дом по праву принадлежит вам и будущему ребенку моего отца. Да я думаю, что он не хотел бы, чтобы ваша семья осталась без гроша на улице.
наполовину дома согласны. А вторая половина и сад ваши, да, и не спорьте. Ведь мы теперь одна семья. Давайте позже поговорим. Еще раз хотел бы поблагодарить вас за содействие, оказанное следствию. Спасибо. Пожалуйста. Правда, если бы я сюда не приехала, то... Мы бы никогда не встретились. Так, что вы решили? Подпишу официальный отказ от наследства, похороню отца и сразу уеду. Не передумали? Нисколечко. Я все хочу оставить Кате, Дарине и будущему малышу. Это справедливо. А фирма Сомова? Контрольный пакет акций продам, начну свое дело. Варя, у меня к вам небольшая просьба. Какая? Может, мы перейдем на «ты», если не против? Нет, я не против. Думаешь, еще увидимся? Может. Я часто бываю в городе. Слушай, ты так здорово придумал тогда с этим несуществующим фото. Так, ладно, в общем, телефон у тебя мой есть, и если что, звони. И вот. Что вот? Да вы сволочь. Вы сволочь и предатель. Подождите. Я знаю, что она перед смертью приезжала к вам. А когда вернулась, заперлась у себя в комнате и выбросилась в окно. Что вы ей тогда сказали? Сказал, что шантажировать меня бесполезно. Неправда! Неправда! Это ваши слова ее убили! Для меня вы убийца! Замолчи! Я хочу тебе добра, а ты такая же идиотка, как твоя мать. Глупая, истеричная идиотка. В тот день она плюнула на свою гордость и приехала ко мне. Сказала, что у нее аневризма, и она может умереть в любой момент. Просила о тебе позаботиться. Но я был уверен, что она врет, просто хочет денег. Сказал, что не дам ей ни копейки, пока она жива. Я вранья не переношу, а твоя мать, она... Она сказала вам правду! Алло. Алло, Варя. Привет. Привет. Я в городе, вот предлагаю увидеться. Я не знаю. Алло. Варя, тебя плохо слышно, у тебя все нормально? Кирилл, у меня проблема. Я приехала работать, а тут на газоне лежит труп. Ты можешь сейчас приехать? Адрес скажи мне. Ну? Да. Я сейчас скину. Вы кто? Я Варвара Краснова, ландшафтный дизайнер. А, так это мне вас хозяйка велела встретить. Я садовник. Я ждал там. Солнце разморило. Вы чего? Да нет, ничего, не обращайте внимания. У меня просто нервно.